В этом видео мы отправимся из Владивостока в Красноярск. И это будет не просто перегон авто, а путешествие более чем в 5000 километров, в котором мы увидим Китай, Байкал и попробуем местную кухню. Еда Приморья – это, конечно же, самое интересное, поэтому с нее и начнем. Не могли не попробовать морепродукты. Хотели взять краба, но краб он дорогой. 4200 за килограмм. Так как краб большой, где-то 2 килограмма, то это где-то 8-9 тысяч выйдет. Поэтому мы решили взять вот такие вот блюда. Сейчас будем пробовать. Это креветка, наверное. Да, непривычно. Такая интересная у него, как это сказать, структура, не структура, как будто лопается на зубах. Здесь где-то должен был быть краб. Вот это, наверное, краб. Ну, краб поприятнее. Чем креветка? Да. Ну, вкус у креветки, конечно, интересный, но как будто мелкие какие-то эти пупырчатая вот эта штука у тебя на зубах лопается. Ну, сок вкусный. Я ем там яблоко. Кисло-острый. Просто я не знаю, какой-то может быть. Как резиновый. Вот. Ну, это, скорее всего, осьминог может быть. Да. Есть креветка у меня. Давай посмотрим на твою реакцию. Это странно. Щелкающее. Да, лопается, да? Да. Не знаю, где его написать, но интересно. Сейчас дело дошло до салата ассорти. Здесь много разных морепродуктов. И сейчас вот я буду... Вот осьминога, наверное, есть. Вроде это осьминог. Конечно, непривычно такое засовывать себе в рот. За счет вот этих специй, конечно, вкус классный, но, как и все морепродукты, вот этот специфический вкус морепродуктов. Как будто рыба какая-то упругая. Ну давай. Он пахнет морем. Ну, вот это вот рыба. А я не очень люблю, как пахнет морем. Ну а теперь пришла очередь знаменитого, легендарного дальневосточного гребешка. Сейчас попробуем. Чем же он так хорош? Почему его нахваливают так? Слушайте, ну да. Из всех морепродуктов, наверное, это самое вкусное. Он такой, чем-то похож на молоку, конечно. То, что он такой, типа, мягкий. Не сильно резкий вкус такой. Но чувствуется, что это морепродукт тоже. Но такой приятный, легкий такой. И мидию сейчас еще попробовал. Смотрим. Ну, мидия тоже, в принципе, прикольно. Вот что значит кушать на террасе. Здесь, сидя на террасе, наслаждаясь местной кухней и морским воздухом, мы смотрели, как солнце искрится в волнах, и мысленно прощались с Владивостоком, который нам так понравился. А чем он нам так понравился, смотрите в предыдущих видео, получился плейлист по этому городу. Но хорошего понемногу, и нам предстоит нелегкий путь из Владивостока в Красноярск. А это 5000 километров. Ну, ребят, сегодня мы в Уссурийске. Вчера решили поехать сюда, потому что из Владивостока сложно выехать. Там где-то час или полтора нужно на то, чтобы выехать из этого города. Потому что сами дороги не очень удобные и очень много машин. Отсюда уже будет удобнее доехать до Хабаровска. Где-то около 700 километров. Сейчас мы будем обклеивать машину по всем законам перегонщиков. И мы это делаем в первый раз. Поэтому посмотрим, как будет получаться. Ну, ребят, вот такой получилась обклейка нашей машины. Надеюсь, не оторвет ветром. Как это делается? Зажимы канцелярские. Здесь их 3 штуки. Снял вот эти вот ручки, которыми зажимают. Здесь капот оборачивается просто скотчем, обматывается. Здесь под фары все это засовывается, подпихивается, и в целом все. И под капот. Итак, из Уссурийска мы отправились в Хабаровск. За этот день нам удалось проехать чуть дальше Хабаровска и заночевать где-то в поле.
А на следующий день мы решили разнообразить свое путешествие и заехать в Благовещенск. Так наш путь увеличился примерно на 100 километров. И хотя местами дорога была просто в ужасном состоянии, мы ни капли не пожалели о своем решении. А сейчас я вам покажу, чем уникален Благовещенск и почему мы сюда приехали. Здесь есть площадь Ленина, на которой стоит флаг России, а дальше через реку Амур Китай, город Хэйхэ, всего лишь в 700 метрах от Благовещенска. И Хэйхэ, здесь вот есть информация о том, что это безвизовый город, то есть туда нужно попасть, имея с собой просто загранпаспорт и заплатить пошлину, и все, этого будет достаточно. К сожалению, мы не взяли с собой загранпаспорта, даже не думали, что попадем сюда, но очень интересно. Такая красивая площадь, дети купаются в фонтанах. Люди отдыхают. Сам Благовещенск, кстати, очень интересный город. Такое ощущение, что взяли просто тетрадь с клеточками и ровно по линейке расчертили улицы. Улицы все очень ровные, дома стоят очень ровно. И сама местность, на которой стоит город, она максимально плоская. И поэтому город просто ровный во всех отношениях. Это абсолютная противоположность Владивостоку. А вот что представляет из себя Благовещенск с высоты. Это, наверное, самый ровный ландшафт, который я когда-либо видел. И улицы здесь такие же ровные. При взгляде на карту кажется, что ты смотришь на тетрадный лист. Прогуляемся немного по городу и посмотрим, что же здесь есть. Совсем недавно на площади Ленина построили самый большой в России фонтанный комплекс. Больше всего его оценили, пожалуй, дети. Но в такой жаркий день нам и самим хотелось плескаться в этом фонтане вместе с детьми. Фонтанный комплекс – это только часть грандиозного проекта под названием Трибуна Холл. По площади он сопоставим с московским парком Зарядье. Оба они занимают площадь в 13 гектаров. В него будет входить культурный центр со смотровой площадкой, музей динозавров и музей российско-китайской дружбы. Кстати, на момент выхода этого видео комплекс, возможно, уже введен в эксплуатацию. Если меня смотрят местные жители или те, кто бывал в Благовещенске в этом году, расскажите об этом в комментариях. А теперь, дорогой зритель, я обращаюсь к тебе. Если ты досмотрел до этого момента, то, скорее всего, тебе интересно, что будет дальше. Но дело в том, что ты можешь больше никогда не увидеть мои видео, как и не увидят многие другие. Чтобы этого не допустить, нажми на кнопку подписаться под этим видео, палец вверх и напиши комментарий. Я с радостью тебе отвечу. На набережной установлен памятник псу по кличке Дружок. В 2013 году на Дальнем Востоке произошло масштабное наводнение, и пес по кличке Дружок всю ночь просидел в воде, охраняя дом хозяев. Это так впечатлило тысячи людей, что местные жители решили установить памятник в честь верности и дружбы. Впрочем, в Благовещенске так любят собак, что даже лавочки выполнены в их форме. И мы это, конечно же, оценили. Но самое зрелищное время в этом городе наступает с заходом солнца, потому что весь этот огромный фонтанный комплекс подсвечивается разными цветами. И это создает самую настоящую сказочную атмосферу.
Но если снова выйти на набережную, то можно увидеть ночной город Хайхэ. Больше всего меня впечатлило, как китайцы умудрились превратить колесо обозрения в гигантский телевизор. В городе на той стороне Амура светится практически каждое здание. Если вы, так же как и мы, никогда не бывали в азиатских странах, то этот вид однозначно сделает ваше путешествие по России незабываемым. Так как ты смотришь это видео, мне кажется, что ты тоже любишь путешествия. И, возможно, уже сейчас планируешь, куда поехать. Но почти для каждого путешествия необходимо покупать билеты на самолеты или поезда и бронировать жилье. Для этих целей я могу порекомендовать тебе сервис Яндекс.Путешествия. Там можно не только покупать билеты на самолеты и поезда и бронировать жилье, но также и забронировать отдых в санатории, или узнать, как можно провести выходные, например, записаться на экскурсию. И что особенно важно в наше время, забронировать жилье можно не только на территории России, но также и в других странах, при этом без проблем с оплатой. У сервиса есть круглосуточная служба поддержки, которая поможет разобраться с самыми разными вопросами. Под этим видео ты найдешь ссылочку на этот сервис, а также промокод на скидку. А если ты зайдешь в мой Telegram-бот, то там ты найдешь еще больше активных промокодов не только на Яндекс.Путешествия, но также и на другие популярные бренды. Ну вот, ребят, сегодня мы уже третий день в пути. И вот что случилось с нашей защитой. В принципе, она осталась на месте, но ее немножко потрепало. Я посмотрел, как у других происходит. Но, в принципе, то же самое. У нас даже неплохо держится. За эти 2,5 дня мы проехали 2200 километров, заезжали в Благовещенск. Первая половина дороги до Хабаровска. Состояние дороги плохое, прям очень плохое. Приходилось медленно ехать, а вторая половина дороги уже в нормальном состоянии. И казалось бы, от Владивостока до Хабаровска там расстояние всего 700 километров, если не ошибаюсь. Казалось бы, ну едь да едь, и можно быстро доехать, но на самом деле получается очень медленно. Так как машин гонят очень много, то движение достаточно плотное. Произошел как раз один неприятный случай. Впереди нас ехала машина, мы какое-то время держались вместе, потом мы заехали на заправку, перекусили, поехали дальше, и оставалось где-то 80 километров до Хабаровска, и так как шел дождь, возможно, водитель не заметил, он столкнулся с другой какой-то старенькой Тойотой 90-х, 80-х годов. Прям ржавая какая-то Toyota, он врезался в нее. А машина была прям, ну видно, дорогая, возможно, даже какая-то электричка или гибрид. Я даже не знаю, что за там модель была, но вот, к сожалению, такой вот несчастный случай. Машина без номеров, а уже попала в ДТП. Вот. У нас, к счастью, пока что все хорошо. Перестал почему-то работать брелок, и машина теперь не открывается с кнопки. И не работает система старт-стоп. Только когда к кнопке подносишь ключ, и все. Вот, поэтому не знаю, что случилось. Вечером она работала, утром мы проснулись, уже не работает. Ну, еще птичка врезалась в лобовое стекло. К счастью, лобовое стекло не пострадало, но птичку жалко. За Хабаровском дорога, я бы сказал, прям вообще отличная. Там начинается еврейская автономная область. Местность там, я впервые видел такую плоскую местность. Каких-то перевалов, горочек, это прям вообще минимум. И плоская, как стол. Вот. Вплоть до Благовещенска такая была дорога. Асфальт вполне хорошего состояния, но когда сворачиваешь на Благовещенск, там дорога совсем в плохом состоянии. Ну, как правило, Благовещенск обходят стороной, дорога на 100 километров короче получается, и быстрее намного проходишь это расстояние, потому что и состояние дороги лучше и короче. Но мы двигаемся дальше, и 3 дня практически от Хабаровска до Улан-Удэ мы ехали в густом дыму. Около 3000 километров были засланы дымом, а местами вдоль дороги горели деревья.
Каждый год в этом районе России сгорают тысячи гектаров леса. Когда понимаешь, какие это колоссальные масштабы, становится ужасно больно. Гибнут животные, страдают люди, сгорают леса, которым сотни лет. Как жаль, что люди так и не научились беречь наш общий дом. Но мы уже третью ночь подряд заночевали в машине, и так как вожу машину только я, спать приходилось где-то по 4 часа в сутки. Следующая наша остановка будет в Улан-Удэ, где мы наконец-то сняли квартиру и более-менее смогли отдохнуть. Но несмотря на все сложности и усталость, на мой взгляд, автомобильные путешествия – это самый классный способ посмотреть на мир. Ты видишь, как меняется местность, как живут люди, и можешь остановиться в любом месте, где захочешь. Ну, ребят, сегодня уже 6-й день с тех пор, как мы выехали с Уссурийска, и сегодня мы в Листвянке. В Листвянку также не обязательно заезжать, просто здесь я был уже 3 года назад, мне здесь очень понравилось, поэтому мы решили и сюда заехать, посмотреть на Байкал, насладиться этой атмосферой. Каким был наш маршрут? 4-й день мы не успели добраться до Читы, оставалось где-то около 400 километров, мы снова заночевали в машине. На следующий день добрались до Читы и решили поменять масло в двигателе. В Чите интересный, конечно, городок. Тоже красивые, интересные здания есть, старинные. Но что-то ремонтируют уже, дороги там ремонтируют. Но сам город как-то интересно так все работает. Там искал автосервис, фит-сервис был обозначен на карте. Вроде бы он должен был работать, это была суббота. Мы приехали туда, а он закрыт. Поехали потом в магазин за масляным фильтром. По карте также показан график работы, что работает, но по факту нет. Напротив также магазин был закрыт. В общем, решили не кататься по всему городу, не искать эти магазины, просто на карте находили их, звонили, работают, не работают, кто-то не берет трубки, кто-то берет. В общем, такая вот история. Как мы поняли, если хочешь что-то в Чите найти, не стоит вообще кататься по нему, просто нужно сначала позвонить, узнать, работают или нет, потом уже ехать. Искали продуктовые магазины. Как правило, в городах на каждом углу есть какие-то супермаркеты, пятерочки, там какие-нибудь светофоры, батоны, не знаю, командоры, все подряд, короче. Ну, то есть очень много магазинов, и найти их вообще не составляет никакого труда. Но в Чите мы их вообще не могли найти. Где-то они там очень далеко и редко стояли магазины. И в основном какие-то такие маленькие магазинчики, где выбора совсем немного. И потом с Читы сразу мы поехали в этот же день в Улан-Удэ. В Улан-Удэ мы приехали почти ночью, в 12 часов примерно. Заселились в квартиру там, наконец-то. И Улан-Удэ, кстати, очень интересный город нам показался, потому что много разных памятников. Когда въезжаешь на какой-то мост, там, допустим, фигуры каких-нибудь там львов, потом кого там косули какие-то были, орел много там, где вот эти вот памятники стоят. В общем, интересно. И сам город очень большой, по нему просто далеко так надо было ехать, но очень интересный. Прям отличается тоже, как бы видно, что немножко какая-то другая культура, в отличие от всей остальной России. В общем, в Улан-Удэ я бы даже, наверное, хотел бы съездить и вот именно сам город посмотреть. Интересно, потому что там есть в буддийском стиле, вот в китайском или как, такие вот здания очень интересные с крышами. Думаю, Улан-Удэ даже стоит посетить целенаправленно. На следующий день мы уже поехали, это было вчера, поехали в сторону Байкальска. На стороне, где Байкальск находится, там я еще ни разу не был. Дорога проходит вдоль Байкала больше 100 километров, поэтому можно вот ехать и наслаждаться видом на Байкал. Иногда его видно. Красивые виды, мы ехали на закате, это было вообще просто шикарно. И что самое, наверное, интересное, что с одной стороны Байкал, а с другой стороны огромные Саянские горы. Это прям шикарные виды такие. И туда
наверное, тоже я бы не против сходить в какой-нибудь трек. Там, скорее всего, есть какие-то маршруты туристические. Хотелось бы посмотреть, какие виды открываются с этих гор. Наверное, очень шикарно. Вот. Но в Байкальске мы не стали останавливаться, потому что первое, что нам не понравилось, что вдоль всего Байкала, прям практически по самому берегу, проходит железная дорога. То есть это будут постоянно ездить поезда, сигналить. И там мы не останавливались, поэтому решили поехать туда, где я знаю. В Листвянке вот я был, поэтому отправились сюда. По пути, кстати, в какой-то деревне мы заехали, там очень много продают вот такую вот Викторию, просто огромного размера. И сейчас что может быть лучше, чем сидеть где-то в лесу, на свежем воздухе, слушать пение птичек и вот кушать вот такую вот огромную, сочную, красивую Викторию. Это шикарно. В общем, на протяжении всего этого пути можно попробовать и разную кухню немножко, и разные виды посмотреть. Поэтому сейчас мы вот едим клубнику, Викторию. А чуть попозже мы поедем и будем есть омуля байкальского копченого, ради которого сюда все едут, наверное. Это шикарно. Дороги до Читы особенно. Просто едешь, ровная дорога, нормальный асфальт хороший, и резко просто яма такая. Не просто яма, а как будто асфальт просел такой волной. И просто если не успеть оттормозиться, можно даже врезаться в эту яму. Вот такие вот дороги интересные. И в одном месте даже кто-то ехал, я успел оттормозиться, вот передо мной машина. Они, видимо, не успели, и там еще и выбоина в асфальте была. Походу, у них проблемы с колесами были после этого. Я тоже залетал в несколько ям каких-то, кочек. И думаю, что если бы это была не японская надежная машина, то, скорее всего, она бы уже не доехала, наверное, такое расстояние. Так что японцы заслуживают уважения. Где в Листвянке вкусно поесть? Вот. Это юрта. Называется, по-моему, кафе «Алтан». В районе 500 рублей на человека можно вкусно поесть. Сразу скажу, что это не реклама. За еду я пока еще не работал. Но мы, конечно же, взяли бузы. Это традиционное бурятское блюдо. И мне кажется, они, при всем моем уважении, значительно вкуснее хинкали и пельменей. Хотя, возможно, все зависит от повара. А вот насчет байкальского омуля у нас сложилось не лучшее представление. По крайней мере, о холодном копчении. Дело в том, что через сутки после того, как мы его купили, в его мясе завелось огромное количество червей. Позже мы узнали, что 80% байкальской рыбы заражено паразитами. Поэтому будьте осторожны. Сейчас в Листвянке зашли в сувенирный магазин и просто, как всегда, не смогли удержаться от приобретения всяких штук. Вот, и кепочка моего любимого желтого цвета. У меня точно такая же была. В прошлом году я ее потерял в Грузии. Листвянка вообще просто классное место. Мне прям здесь так нравится. Особенно вот эта вот архитектура. Все домики просто такие особенные. Какие-то маленькие замки. Это вообще классно. Кстати, насчет сувениров. Если будете здесь, где лучше брать? Почти на въезде в Листвянку там есть сувенирный магазинчик. И цены адекватные. Намного дешевле, чем вот мы покупали во Владивостоке. Прям значительно. Некоторые вещи продаются то же самое, что и во Владивостоке, но в 2 раза дешевле. Вы просто посмотрите на Байкал. Действительно, если сравнивать это с морем, то он намного приятнее даже, чем море. Потому что, смотрите, он такой спокойный. Вообще классно. Но не поймите меня неправильно. Я не считаю, что Байкал лучше, чем море.
Если вы смотрели мои предыдущие выпуски про Владивосток, то уже видели, какие эмоции у меня вызывало море. Если коротко, оно срывало мне крышу. Но, скорее всего, из-за того, что Байкал пресный и такой спокойный, он совершенно полностью успокаивает. И когда смотришь на эту водную гладь, кажется, что исчезают все заботы. Но опять же, Байкал – это не просто озеро, это очень красивая природа. У меня на канале есть видео о нашем предыдущем путешествии сюда, заходите посмотреть, скорее всего, вы удивитесь. Но давайте прогуляемся по Листвянке и посмотрим на этот маленький, но очень красивый поселок. Конечно, в некоторых местах поселку не хватает современного благоустройства, но в целом это не мешает релаксировать и даже отдыхать на местном пляже. Ребята, мы пришли на пляж на Байкале. В прошлый раз, когда я здесь был, не было видно того противоположного берега. А сейчас видно все эти Саянские горы, чистый воздух. И вообще просто такой классный вид. Там такие огромные высоченные горы. Это просто невероятно. А знаете, как бывает у мужиков? Сидишь ты вот на берегу озера, наслаждаешься спокойствием, кидаешь камушки в воду, думаешь о вечном бесконечном. И тут появляется она. Пошли! Какой? Я Так. камушки кидаю. Нет, пойдем снимать. Так. Я в тебя сейчас камень кину. А как мне идти? Как Нормально, нормально. А, скажи мне. Уйди. Лучше чай. Пойдем. Я хочу, потому что ты... Мы сейчас будем переснимать. Быстро. Иди быстро. В общем, скучать не приходится, но нам пора двигаться дальше, и мы с утра пораньше отправляемся, чтобы преодолеть последний участок пути. Для нас поездки на авто стали выгоднее благодаря карте Black от Т-банка. Чтобы заправиться, достаточно зайти в раздел «Город», выбрать номер колонки, топливо, ввести сумму и вставить пистолет в бак. А за заправку через этот сервис обратно на карту возвращается кэшбэк рублями. Вот, например, какой кэшбэк удавалось получить нам. Это и 200, и 400 рублей за одну заправку. И кэшбэк начисляется не только за заправки, но также и за супермаркеты и маркетплейсы. Ссылочка на карту под этим видео, а лучше заходи в мой телеграм-бот и выбирай самые выгодные и всегда актуальные предложения от Т-банка.
Итак, нам остался последний рывок от Листвянки до Красноярска. Этот маршрут мы преодолеем за один день. И на мой взгляд, участок дороги от Иркутска до Канска самый лучший на всем нашем маршруте. А вот что случилось после Канска, смотрите дальше. Ребят, с того самого момента, как мы решили пригнать машину с Владивостока, я задавался вопросом, возможно ли проехать больше 5000 километров, при этом пригнать машину в целости и сохранности. Оказалось, это не такая простая задача. Вчера ночью мы приехали домой, наконец-то, и вот нам оставалось где-то около 400 километров до дома. Из-под фуры вылетел такой огромный камень и попал нам в лобовое стекло. Пошла трещина, я ее заклеил, дворники не включал. В общем, надеюсь, получится ее отремонтировать, эту трещину, так, чтобы ее не было заметно, потому что сейчас возникают еще вопросы, если поставят ли на учет машину с такой трещиной, или же скажут, что нужно менять лобовое стекло. Но я думаю, что мы, в принципе, неплохо справились со своей задачей, потому что все остальное в порядке. На пути мы видели различные и аварии с перегонщиками, и когда они там залетали в ямы и там останавливались, видимо, с колесами какие-то проблемы были. Поэтому у нас все хорошо, но вот лобовое стекло все-таки пострадало. Но что такое трещина на лобовом стекле по сравнению с тем, что мы смогли увидеть на этом пути? Так что не бойтесь, двигайтесь вперед, изучайте нашу планету. Конечно же, подписывайтесь на канал, дальше будет все только интереснее. И как всегда, шагайте и наблюдайте.